Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в невероятное путешествие по самым загадочным уголкам истории человечества. Это не просто рассказ о странных событиях и артефактах. Это глубокое погружение в тайны, которые до сих пор заставляют ученых ломать голову, а любителей загадок – строить самые смелые теории. Мы поговорим о 10 необъяснимых явлениях, которые переворачивают наше представление о прошлом. Готовы? Тогда давайте начнем. Первую остановку сделаем в Марокко, где в пустынных скалах скрываются так называемые обезьяньи пальцы. На первый взгляд это просто природные образования. Длинные узкие каменные столбы, торчащие из земли, словно пальцы гигантской руки. Но местные берберы, коренные жители этих земель, рассказывают совсем другую историю. Их легенды гласят, что эти пальцы – остатки древних великанов, которых заколдовали злые духи. Некоторые даже верят, что это следы битвы между мифическими существами, населявшими Землю до появления человека. Ученые, конечно, объясняют все проще. Ветровая эрозия, тысячелетия выветривания песчаника. Но вот что интересно. Некоторые из этих столбов расположены так симметрично, что невольно задумываешься, а не приложил ли кто-то руку к их созданию. Может, это все-таки не просто игра природы, а нечто большее? В конце концов, берберы веками передавали эти истории, и в каждой легенде есть зерно истины. Теперь перенесемся в древнее Перу, где археологи нашли череп, который буквально переписывает историю медицины. Представьте себе, череп перуанского воина с явными следами трепанации, операции, при которой в голове сверлили отверстие. Но это не просто дыра, в нее вставлена металлическая пластина, идеально подогнанная под края. И это не средневековье, а примерно 400 год до нашей эры. Мы привыкли думать, что древние люди были примитивными. Но тут перед нами доказательство невероятного мастерства. Анализ показал, что воин выжил после этой операции. Кость начала зарастать вокруг пластины. Кто были эти хирурги? Откуда у них такие знания анатомии и технологии обработки металла? Некоторые исследователи предполагают, что это могла быть работа жрецов, которые сочетали медицину с ритуалами. А есть и те, кто шепчутся о вмешательстве более развитых цивилизаций. Ведь как еще объяснить, что такие сложные операции проводились за тысячи лет до появления современных инструментов? Дальше нас ждет одна из самых жутких и необъяснимых страниц европейской истории – танцевальная чума 1518 года. Лето, Страсбург. Обычный день вдруг превратился в кошмар, когда женщина по имени фрау Трофеа начала танцевать прямо на улице. Она не останавливалась ни через час, ни через день. К ней присоединялись другие, десятки, потом сотни людей. Они танцевали без отдыха, пока не падали от истощения. Некоторые умерли от сердечных приступов или инсультов. Хроники сообщают, что в течение месяца погибло до 400 человек. Что это было? Массовый психоз? Отравление спорыньей, ядовитым грибом, который мог попасть в хлеб? Или, может, религиозный экстаз, как считали местные священники, пытавшиеся изгнать танцевального дьявола? Интересно, что власти даже наняли музыкантов, чтобы люди вытанцевали болезнь. И это только усугубило ситуацию. До сих пор никто не знает, что стояло за этим безумием. Может, это был социальный стресс, вылившийся в такую странную форму. Или нечто сверхъестественное, как думали тогда. Теперь давайте поговорим о фигурках Акамбара, находке, которая до сих пор делит ученых на два лагеря. В 1944 году в Мексике фермер Вальдемар Юльсрут наткнулся на тысячи глиняных статуэток. Среди них изображения людей, сосуществующих с динозаврами, тираннозаврами, стегозаврами, даже птеродактилями. Если это подлинные артефакты, то они переворачивают всю хронологию эволюции. Но вот загвоздка. Радиоуглеродный анализ дал противоречивые результаты, а многие археологи объявили их подделкой 20 века. Однако Юльсрут утверждал, что находил их в земле, а местные жители говорили, что такие фигурки были известны еще их предкам. Что, если это не фальшивка, а свидетельство того, что люди и динозавры пересекались? Или это просто искусная мистификация, созданная, чтобы запутать нас? Вопрос остается открытым, и каждая сторона приводит свои аргументы. Следующая загадка переносит нас в Древний Египет. Папирус Тули, датируемый примерно 1400 годом до нашей эры, описывает странное явление – огненные круги в небе, которые светились ярче солнца и двигались хаотично. Египетские писцы зафиксировали это с удивительной точностью, отметив, что явление длилось несколько дней, а потом исчезло.
Современные уфологи кричат: это НЛО. Они видят в этом доказательство контакта с инопланетянами. Скептики же говорят, что это могли быть природные явления, вроде шаровых молний или метеоров. Но вот что любопытно. В папирусе упоминается зловонный ветер, шедший от этих объектов, что не совсем подходит под описание метеоров. Может, это был какой-то атмосферный феномен, неизвестный нам? Или египтяне действительно стали свидетелями чего-то неземного? Теперь история, от которой мурашки по коже. Тайна корабля СС «Оранг Медан». В 1947 году в Малакском проливе 2 судна приняли сигнал бедствия. Все мертвы. Скоро умру и я. Когда спасатели добрались до корабля, они нашли весь экипаж мертвым с застывшими лицами ужаса, будто они увидели нечто невыносимое. Никаких следов борьбы или яда. А затем корабль внезапно загорелся и взорвался, унеся тайну на дно. Что это было? Отравление угарным газом? Нападение пиратов с использованием химического оружия? Или, как шептались моряки, вмешательство сверхъестественного, вроде летучего голландца нового времени? Интересно, что эта история впервые появилась в газетах, но никаких официальных документов о судне не сохранилось. Может, это вымысел? Но слишком много деталей совпадают в рассказах очевидцев. Дальше легенда о зеленых детях Вулпита. В XII веке в английской деревне вдруг появились 2 детей. Мальчик и девочка с кожей зеленоватого оттенка. Они говорили на непонятном языке и ели только зеленые бобы. Девочка позже рассказала, что они пришли из страны вечных сумерек, где нет солнца. Со временем их кожа стала обычной, но мальчик умер, а девочка растворилась в истории. Средневековые хронисты вроде Вильгельма Ньюбургского считали это правдой. Что это было? Болезнь вроде хлорозиса, из-за которой кожа зеленеет? Или беглецы из какого-то изолированного племени? А может, это символическая сказка, скрывающая реальные события? Теории о пришельцах или параллельных мирах тоже не сходят с языка исследователей. Но деталей слишком мало, чтобы сказать наверняка. Теперь о диске Сабу, артефакте, найденном в Египте в гробнице 3100 года до нашей эры. Это каменный диск с 3 лопастями, напоминающий шестеренку или пропеллер. Для чего он нужен? Официально это, возможно, лампа или подставка. Но его форма слишком сложна для таких простых функций. Некоторые инженеры предполагают, что это часть механизма, может, даже древнего двигателя. Звучит безумно, но в сочетании с другими находками, вроде батарей Багдада, начинаешь задумываться, а не было ли у древних технологий, о которых мы забыли? Или это просто причудливый предмет, чье назначение потеряно во времени? Перенесемся в Японию, где найдены фигурки догу, глиняные статуэтки эпохи Дзёмон, примерно 10 тысяч лет назад. Они изображают гуманоидов в странных костюмах, похожих на скафандры, с огромными глазами. Археологи говорят, что это ритуальные объекты, символы плодородия. Но их дизайн настолько необычен, что возникли теории об инопланетных гостях. Особенно любопытны очки на лицах фигурок. Уж не намек ли это на защитные шлемы? Скептики смеются, но сходство с современными представлениями об НЛО поражает. Может, это просто фантазия древних мастеров? Или отголоски реальных встреч? И, наконец, тайны Ватикана. Секретные архивы этого города-государства хранят миллионы документов, и лишь малая часть доступна ученым. Ходят слухи о записях об экзорцизмах, где демоны якобы выдавали тайны мироздания. Есть истории о движении Магдалины, загадочной секте, связанной с Марией Магдалиной. А еще легенда о Хроновисе, машине времени, якобы созданной монахом в 20 веке на основе чертежей из архивов. Официально Ватикан все отрицает, но закрытость архивов только подогревает домыслы. Что они скрывают? Исторические факты, которые изменят наше понимание прошлого? Или просто мифы, раздуваемые любителями конспирологии? Вот такие 10 загадок, друзья. Каждая из них как пазл, где не хватает половины деталей. Что вы думаете? Это следы утраченных цивилизаций, природные аномалии или просто человеческие фантазии? Может, истина где-то посередине? Давайте обсудим в комментариях. Мне любопытно ваше мнение. Если вам понравилось это путешествие в мир тайн, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых расследованиях. Пока!